История началась 3 года назад с тревожного звонка. В заповедник позвонили с просьбой о срочной помощи. Молодая гепардиха погибла во время родов. Она оставила 3 новорожденных детенышей, крошечных, слепых, размером не больше домашних котят. Их пятнистая шерсть едва проступала, а тихие писки становились все слабее. Без материнского молока и тепла у них оставались считанные часы. Директор заповедника, доктор Мэри Коллинз, прекрасно понимала, насколько почти безнадежна ситуация. Выкормить гепардов вручную невероятно сложно. Им нужно не только питание по часам, но и постоянное тепло, тактильный контакт, чувство безопасности, то, что человеку трудно заменить. И тогда она вспомнила о Дейзи. Дейзи недавно выкормила собственных щенков и все еще находилась в том особенном материнском состоянии, когда инстинкты особенно сильны. Она была спокойной, терпеливой и удивительно заботливой собакой. Это был риск. Мэри аккуратно принесла 3 ослабленных малышей в вольер Дейзи и осторожно положила их рядом с ее животом. Сотрудники наблюдали, не смея даже говорить. Дейзи не колебалась ни секунды. Она начала вылизывать детенышей так же бережно, как когда-то своих щенков. Затем аккуратно обвела их телом, согревая своим теплом. Через несколько минут один из малышей нащупал молоко, потом 2 и 3. Против всех ожиданий они начали сосать. Так у гепардит появилась новая мама. Малышей назвали Рокси, Скай и Близ. Следующие 8 недель Дейзи полностью посвятила им себя. Она кормила их, чистила, спала, окружив их своим теплым телом. Гепардята карабкались по ее спине, жевали ее уши, прыгали на ее пушистый хвост. Дейзи терпеливо позволяла им играть, а если они слишком увлекались, мягко останавливала легким укусом, точно так же, как делала со своими щенками. Когда малыши подрастали, в них все ярче проявлялась дикая природа. Они начинали пригибаться к земле, выслеживая движущийся хвост Дейзи, тренировались в молниеносных прыжках, гонялись за листьями и насекомыми. Но каждую ночь они возвращались к ней, прижимались и громко мурлыкали, пока она вылизывала их мордочки. Их связь казалась чем-то почти невероятным, будто сама природа сделала исключение. Однако природа всегда берет свое. К 6 месяцам гепарды стали крупнее Дейзи. Их игры стали грубее, движения стремительнее. Это были не домашние животные. Это были будущие хищники, рожденные для скорости и охоты. Мэри понимала, рано или поздно их придется разделить. Это решение далось ей тяжело. Гепардов перевели в просторный вольер, где они могли учиться самостоятельной жизни. Разлука была болезненной. Дейзи по несколько дней стояла у ограждения, тихо поскуливая. По ту сторону Рокси, Скай и Близ беспокойно ходили вдоль сетки, издавая короткие зовущие звуки. Но время шло. Молодые гепарды росли, набирали силу, учились охотиться и развивали невероятную скорость. Они стали великолепными взрослыми животными, мощными, быстрыми, независимыми. Дейзи вернулась к привычной жизни, хотя сотрудники часто замечали, как она приходит к ограде их вольера и подолгу смотрит внутрь. Прошло 3 года. Гепарды теперь весили более 45 килограммов каждый и могли разгоняться до невероятной скорости. Казалось, что щенячье детство давно стерлось из их памяти. Так думали все. Однажды сильная буря повредила часть инфраструктуры заповедника. В спешке ремонтных работ одна из служебных калиток осталась приоткрытой. Дейзи проскользнула внутрь. Когда сотрудники поняли, что произошло, было уже поздно. Дейзи стояла всего в нескольких шагах от Рокси, их разделяла лишь кормовая перегородка. Мэри почувствовала, как у нее похолодела кровь. Если гепардиха нападет, все закончится за секунды. Рокси пригнулась к земле, ее мышцы напряглись. В воздухе повисло напряжение. И вдруг раздался звук. Это был не рык и не шипение. Это было тихое щебетание. Именно так гепардята зовут мать. Уши Дейзи поднялись. Она тихо заскулила в ответ, тем самым звуком, которым когда-то подзывала малышей. Рокси повторила щебетание громче. К ограждению подбежали Скай и Близ.
Все трое издавали те самые детские звуки, их хвосты были подняты, тела расслаблены. Мэри, едва сдерживая дрожь, осторожно открыла внутренние ворота. Дейзи шагнула внутрь без страха. Гепарды окружили ее. На долю секунды сердце Мэри остановилось. Но вместо атаки они начали тереться мордами о ее шерсть и громко мурлыкать, так, что звук разносился по всему парку. Они приветствовали свою мать. Следующий час они провели вместе. Огромные хищники двигались удивительно осторожно, словно боялись причинить ей боль. Они ложились рядом, вылизывали ее шерсть, как когда-то она вылизывала их. Дейзи счастливо махала хвостом и облизывала их морды. С тех пор заповедник разрешает им встречаться под наблюдением 2 раза в неделю. Эта история стала напоминанием всем сотрудникам. Даже в мире дикой природы есть место для привязанности, которое сильнее инстинктов. Рокси, Скай и Близ выросли грозными охотниками, но не забыли золотистого ретривера, подарившего им жизнь и материнскую любовь. Иногда самые дикие сердца навсегда помнят самое нежное тепло.